Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание великому празднику, вербному воскресенью. Поговорим о том, что это за праздник, почему этот праздник почитается во всем мире, почему мы с вами обязательно должны сходить в храм, должны в церковь сходить, как подготовиться к этому, также что можно, чего категорически нельзя делать, и что в этот день, 28 апреля, ни в коем случае нельзя выбрасывать, выкидывать из дома, иначе проживете весь год в лишениях и в проблемах. Итак, друзья, давайте далее все более подробно. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите «Я привлекаю в свою жизнь». Напишите, что вы привлекаете, что вы приглашаете. Это может быть здоровье, счастье, благополучие. Только большая просьба, пишите за себя. Очень часто в комментариях пишут же за свою внучку, за своих детей и так далее. Вы должны понимать и то, что вы в первую очередь должны писать за себя. А те люди, которых вы просите, вы просто мысленно их об этом высшие силы попросите. Также хотим поблагодарить всех, кто отправляет нам донаты, кто нас поддерживает, друзья. Нам очень-очень приятно. Итак, друзья, вербное воскресенье. Это в народе так назвали, да, еще его называют как пальмовое воскресенье. Отмечается как одно из самых важных событий в христианском календаре. В православном календаре этот день называется вход Иисуса Христа, да, в Иерусалим, который символизирует начало его пути к страданию и воскрешению. Этот день, который предшествует Пасхе, богат своими традициями, народными приметами. И вы знаете, эти знания передаются из поколения в поколение. Давайте вместе с вами исследуем некоторых самых ярких и значимых традиций, а также поймем, что же из себя представляет этот день. Итак, друзья, вход Господень в Иерусалим, или вербное воскресенье, как в народе говорится, да, основано на библейском рассказе о том, как Иисус Христос прибыл в Иерусалим на осле. И народ встречал его. Народ встречал его пальмовыми веточками, что символизировало победу и мир. Конечно же, в разных странах к этому дню привязаны свои символы и свои определенные традиции. Но в славянских странах, конечно же, не используют пальмовые ветви ввиду климата, да и в наших странах просто-навсего пальмы не растут, ввиду того, что холодный климат. Но мы все с вами используем именно ветви вербы. И вы знаете, главная, наверное, основная традиция вербного воскресенья – это освящение ветвей вербы в церкви. Каждый из нас принесет после этого их домой как символ защиты и благословения на весь год. Эти ветви хранят в доме до следующего вербного воскресенья. Кроме того, в этот день во многих странах проводятся религиозные процессии, в которых участники несут пальмовые или вербовые веточки. Это символизирует путь Иисуса Христа в Иерусалим и является, знаете, вот выражением общественной пиететности и единства. Кроме того, в народной медицине верба известна своими лечебными свойствами, в частности, из-за содержания в ней салициловой кислоты, это природного предшественника аспирина. И в народных приметах именно верба считается также сильным оберегом. Во-первых, она защищает от злых духов. Считается, что освященные вербные веточки, которые вы принесете домой или прикрепите к крыше, защищает от нечистой силы и болезни. Также вербу используют и для привлечения удачи. В некоторых регионах до сих пор кладут веточки вербы под подушку, чтобы попросить у высших сил благословения на что-то. Или, например, девушки ложат веточку под подушку вербы для того, чтобы увидеть во сне своего будущего мужа. Также
в старину вербные веточки использовали для изгнания духов болезни. Больного окуривали дымом от сгоревших веточек или клали их под матрас. И вы знаете, в нашем современном мире вербное воскресенье не утратило своего значения. Этот день по-прежнему отмечается как важное событие в церковном календаре, а также как время для того, чтобы всей семьей собраться, вспомнить какие-то добрые моменты. Также в этот день мы рекомендуем вам посетить церковную службу, участвовать в праздничных процессиях и также постараться использовать этот день для размышлений о духовных ценностей. Что же нужно сделать в этот день? Ну, давайте начнем с того, что в этот день один из самых, наверное, важных аспектов вербного воскресенья – это участие в церковной службе. Это время, когда в храмах освящают вербные или пальмовые ветви, которые символизируют веру в то, что Иисус Христос посетил Иерусалим, как когда-то это прописано было в Библии, и его народ встречал с радостью, понимая о том, что он и есть тот человек божественный, который действительно поможет людям. И вот именно такие эти ветви нужно сохранить в домах в течение года как символ защиты и благословения. Вербное воскресенье – это также время для семейных традиций. Сегодня можно устроить именно в этот день, 28 апреля, семейный обед, ужин, где основные блюда должны отражать именно, помните, что у нас Великий пост, ну а если вы не придерживаетесь Великого поста, то постарайтесь, чтобы пища была все-таки более легкой, а не жирной, и постарайтесь исключить мясные блюда. Кроме того, вербные веточки это не только несут религиозный смысл, но являются прекрасным декоративным элементом. Их можно использовать для украшения дома. Например, оформить вазу с ветвями, создать венок на дверь или разместить в разных уголках дома для того, чтобы защитить от бед, от каких-то проблем. И, возможно, это поможет вам привлечь новые возможности в вашу жизнь. Кроме того, этот день представляет отличную возможность проявить милосердие и заботу о ближних. Подумайте о том, чтобы организовать, например, сбор средств для местного приюта или передать неиспользуемую одежду и продукты питания тем людям, которые действительно в этом нуждаются. Это действие будет соответствовать духу любви и жертвенности, который ведет нас через всю великую неделю. Кроме того, вербное воскресенье – это прекрасное время для самоанализа, для духовного обновления. Поэтому постарайтесь провести время в размышлениях, задумайтесь о своих жизненных приоритетах и о своих целях. Это поможет вам подготовиться к Пасхе с чистым сердцем и с новыми намерениями. Также постарайтесь использовать этот день, чтобы рассказать младшим членам семьи о значении вербного воскресенья. Обучайте детей, рассказывайте им о традициях, о культуре своей семьи. Не обязательно о том, что вот как это должно быть, а как это в вашей семье. Это очень важно. Почему? Потому что таким образом дети очень быстро запоминают, и потом это все они несут уже в свою взрослую жизнь. И ваша задача, чтобы действительно они помнили свой род, свои традиции. И вы знаете, вербное воскресенье каждый по-разному отмечает, так же самое, как и Пасху. Хотя мы все с вами славяне, да, мы все с вами православные, но все равно в разных регионах есть свои нюансы. Поэтому рассказывайте. И ни в коем случае, даже если вы с какой-то стороны видите, что кто-то вас обсуждает или осуждает за что-то, вы рассказывайте, как это в вашей семье. Это очень важно. Теперь давайте поговорим о том, что ни в коем случае нельзя выбрасывать вербное воскресенье для того, чтобы действительно весь год прожить в достатке. И это очень важно. Ну, во-первых, как вы знаете,
И главный символ вербного воскресенья – это вербные веточки. После того, как ветви освящают церкви, их принято хранить дома в течение года до следующего вербного воскресенья. Верба считается мощным амулетом, который защищает дом от злых духов, от бед, от несчастий. Поэтому, если вы решили в этот день выбросить вербные веточки, знайте, это достаточно плохой знак, который может привести к финансовым потерям и к другим бедам. Поэтому ни в коем случае вербные веточки нельзя выбрасывать, особенно в мусорку, иначе это действительно может привести к большим бедам и неприятностям. Конечно, многих интересует вопрос, а что же тогда делать с прошлогодней вербой? Во-первых, одним из наиболее распространенных способов от того, чтобы избавиться от прошлогодней вербы, является ее сжигание. Но это нужно делать аккуратно, с уважением, и это делают, как правило, во время пасхальной недели. Пепел от сжигаемой вербы часто используют для того, чтобы благословить посевы. И таким образом это символизирует просьбу о плодородии и защите урожая. Следующий способ, как вы можете утилизировать правильно вербу, это захоронение вербы в землю. Это символизирует возвращение к природе и является знаком уважения к освященному предмету. Когда вы будете закапывать, это делать нужно под деревом, или вы можете сделать в саду у себя, в каком-то значимом месте. И это будет служить вам тем, что действительно вы можете попросить высших сил о помощи и так далее. Ну, а если вы желаете избежать сжигания или захоронения, то тогда что мы в этом случае делаем? Мы тогда берем вербу и оставляем вербу в лесу или в том месте, где меньше всего ходит людей. И таким образом вы ни на кому не навредите, в том числе и себе. В любом случае, вне зависимости, что вы будете делать с вербой, как от нее будете избавляться, очень важно, чтобы вы в этот момент ее поблагодарили за ту работу, за ту службу, которая она вам оказывала. Следующее, друзья, что ни в коем случае нельзя выбрасывать в вербное воскресенье, это хлеб. Вы знаете, что хлеб во все времена имел особое значение. Этот продукт символизирует благополучие, изобилие, достаток в доме. И вербное воскресенье принято особенно бережно относиться к хлебу. Считается, что выбрасывание хлеба в этот день может привести к тому, что достаток просто-навсего уйдет из дома. И в вашей жизни начнутся всевозможные трудности и проблемы. Поэтому хлеб нельзя выбрасывать. А если у вас есть излишки, то в таком случае мы сами не выбрасываем в урну, а кормим птичек или бездомных животных, но никогда не выбрасывайте хлеб. Далее соль. Это еще один предмет, который символизирует сохранность и защиту в доме. В древности соль был настолько ценным ресурсом, что ее иногда использовали даже вместо денег. Поэтому выбрасывать соль в вербное воскресенье считается знаком расточительства и может символизировать как финансовые потери в будущем. Далее, друзья, что еще нельзя выбрасывать или выливать из дома? Это воду. Дело в том, что вода ассоциируется с очищением и здоровьем. Поэтому постарайтесь в вербное воскресенье использовать воду экономно и с уважением. Кроме того, если вы будете в этот день выливать воду из дома, то это может и означать то, что вы выливаете свое благополучие из жизни. Многие сейчас скажут о том, а что ж, канализация, он не пользоваться и так далее. Вы должны понимать, что здесь имеется в виду выливание воды из вашего дома. То есть, когда мы говорим о канализации, мы говорим о том, что это общая единая система. Но если мы с вами говорим о селе, о деревушках, где нет именно канализации, и люди что берут? Например, помыли посуду, да, взяли тазик и вылили вот эту воду. Вот постарайтесь в этот день минимизировать использование воды.
Кроме того, в этот день ни в коем случае нельзя выбрасывать личные вещи. Это считается дурным знаком. Это может быть связано с потерей чего-то важного или дорогого в ближайшем будущем. В этот день лучше воздержаться от любой генеральной уборки, а также от избавления старых вещей, потому что выбрасывая это, вы просто-навсего лишитесь достатка и благополучия. Кроме того, в этот день все-таки лучше постараться уделить внимание себе, своим мыслям, подумать о том, что вам действительно важно, и как вы будете отмечать Пасху, что вам нужно сделать на протяжении всей недели. Обратите лучше на это особое внимание. Вот такой, друзья, важная и ценная информация мы хотели с вами поделиться касательно вербного воскресенья, которое мы все с вами уже будем отмечать 28 апреля. Напоминаю вам, что Пасха в этом году у нас аж 5 мая. Друзья, мы всех поздравляем с наступающими праздниками, с вербным воскресеньем. Надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогут в жизни. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, если вы еще не поставили. В комментариях обязательно напишите, что вы хотите привлечь в свою жизнь. Не забывайте писать ваше полное имя. Например, я ваше полное имя привлекаю. И пишите изобилие, достаток, благополучие. Возможно, у вас есть какие-то мечты, желания, пропишите их. Главное, чтобы они шли от чистого сердца, и они быстрее будут реализованы в этом материальном мире. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.